Как стареют знаки зодиака? В процессах взросления и старения мы по-прежнему остаемся под влиянием своего знака. И у каждого зодиака это происходит по-своему. Овен. Представители этого знака не заостряют внимание на собственном возрасте. Овны живут сегодняшним днем, часто не задумываясь, что их может ожидать завтра. Бодрость духа поддерживает в них огромную энергию молодости до преклонных лет. Скорее всего, 60-летний Овен не будет носить косуху. Но от увлечения мотоциклами не откажется. Причем делать это он будет с тем же рвением и задором, что и ранее. Поэтому стареют Овны незаметно для самих себя, и практически незаметно для окружающих их людей. Обычно таких бабушек и дедушек очень любят внуки. Телец. Тельцы любят как следует перекусить, порой даже чаще, чем это необходимо. Именно поэтому с возрастом они набирают немало лишних килограммов. С годами и так упрямые тельцы становятся еще твердолобее. Но несмотря на это, они живут долго благодаря своей хорошей выносливости. Зачастую они не пренебрегают общением с родственниками и совместными поездками на отдых. Но убедить пожилого тельца отправиться на отдых самостоятельно практически невозможно, так как они не переносят самостоятельного ознакомления с новой обстановкой. Близнецы. Представители этого знака еще в юности намечают цели и уверенно идут вперед, не собираясь замедляться с годами. Не надейтесь, что близнецы будут рано уходить домой. Даже в преклонном возрасте вы редко увидите их отдыхающими, и уж тем более без дела. Их карьерный рост будет продолжаться до самой пенсии. А если представится такая возможность, еще долго и после ее наступления. Поэтому обычно близнецы доставляют немало хлопот работодателю, который пытается выпроводить их на пенсию. Ведь постоянное движение им просто необходимо. Рак. Раки бывают двух видов. Те, кто никогда не повзрослеет, и те, кто в старости заботится об окружающих не хуже матери Терезы. С возрастом представители этого знака требуют к себе большего уважения. Из раков выходят отличные бабушки и дедушки, какими их и хочет видеть большинство детей. Они всегда приготовят что-нибудь вкусненькое, сводят в зоопарк или уберутся за них в детской. Дедушка Рак всегда стремится передать свои навыки внуку. Но стоит помнить, что все это они будут делать только, если будут видеть отдачу. Лев. Снисходительность, которой так подвержены львы, с годами будет проявляться все сильнее. К старости они становятся спокойными, величавыми и немного обросшими лишними килограммами личности. Представители знака жаждут всеобщего уважения и, возможно, даже поклонения, хотят служить авторитетом и быть основным образцом для подражания. Именно львы в основном заполоняют лавочки возле подъездов и знают все про всех. Дедушки-львы в основном долго не выходят на пенсию и становятся наставниками для молодого поколения. Дева. С возрастом большинство дев начинает более негативно воспринимать окружающий их мир. Особенно если они теряют контроль над своей непомерной склонностью к излишней критичности. Представители знака до старости поддерживают себя в отличной форме и добром здравии, постоянно самосовершенствуются. Как правило, девы встречают старость подтянутыми леди и джентльменами, несколько строгими, но исключительно умными. Стареющие девы становятся еще более придирчивыми по отношению к избранникам своих детей и к самим детям тоже. Весы. Представителей этого знака всю жизнь заботит собственная внешность. Потому они готовы на любые шаги, лишь бы предотвратить появление целлюлита или морщин. Так как стареют весы, не стареет больше ни один знак зодиака. Они становятся постоянными клиентами пластических хирургов и косметологов. За счет этого им чаще всего удается надолго сохранить молодость. И даже в 60 лет весы выглядят превосходно. Что правда, заботливые бабушки из них получаются крайне редко, ведь больше всего они обеспокоены своим внешним видом. Скорпион. С возрастом скорпионы становятся представительными и величавыми. Они считают себя философами, накопившими с годами достаточно мудрости, которые всегда готовы поделиться с окружающими.
К сожалению, иногда пожилые скорпионы становятся чересчур зависимы от собственных убеждений. Но при этом стоит отметить, что из скорпионов выходят хорошие, хоть и придирчивые преподаватели. Вы с легкостью сможете получить знания от профессора Скорпиона, но сдать ему зачет будет очень сложно. Стрелец. Стрельцы стараются всеми силами не думать о старости. Порой это даже трансформируется в навязчивую идею, и представители знака начинают донимать окружающих вопросами о собственном возрасте, в надежде получить пару-тройку комплиментов. Впрочем, комплименты эти практически всегда оправданы, ведь стрельцы каким-то образом ухитряются сохранять привлекательность и сексапильность до глубокой старости. Причем многим из них это удается практически без приложения особых усилий. Ведь большинство стрельцов всю жизнь следит за своим питанием и здоровьем, что в конечном итоге помогает им на старости лет. Козерог. Порой кажется, что для козерогов время течет в обратном направлении. Представители знака уже рождаются маленькими старичками, серьезными не по годам, ответственными и мудрыми. А по мере взросления в них прибавляется все больше ребячества и дурачества. Обычно к старости козероги ведут себя как абсолютные дети. За это их частенько любят внуки. Ведь такие бабушки и дедушки разрешают то, что родители запрещают. Посмотреть чуть дольше мультики или поесть сладкого перед обедом. Причем они не просто разрешают делать это внукам, но и с удовольствием шалят вместе с ними. Водолей. Серьезно, с детства водолеи много внимания уделяют своему внешнему виду, и с годами это им не надоедает. Хотя что касается выражения собственного мнения, здесь представителей знака перестает заботить то, что о них думают окружающие. Потому к 80 годам они начинают вести себя исключительно так, как им заблагорассудится. Поэтому чем старше становится водолей, тем меньше людей оказывают на них влияние. Чужое мнение им интересно только тогда, когда они сами спрашивают его. Стареющий водолей стареет только внешне. Внутри они остаются молодыми, на долгие годы. Рыбы. Представители этого знака панически боятся старости. Столько не прожито, не сделано, не выполнено. По этой причине рыбы постоянно тратят много времени на то, чтобы подытожить свои жизненные этапы, подсчитать накопления и сравнить баланс. Но чем меньше они будут волноваться на этот счет, тем счастливее и дольше проживут. Ведь ничто так не угнетает и не укорачивает срок жизни, как постоянное беспокойство. Интересно, что зачастую рыбы не особо переживают из-за своей внешности, хотя постоянные переживания сильно отражаются на ней.